Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Снежана Егорова на связи прямо сейчас. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Саша, здравствуйте, друзья. Снежана, ну что, переговоры украинско-американские. Ух, как сейчас интересно все выглядит на фоне Ирана. Причем мнения, они разнятся. США позволяют себе невероятное. Вот смотрите, простой пример. Берут и открывают нефть иранскую. Все в шоке. Журналисты, обозреватели, аналитики. Как так? Они говорят, так все равно подкрыли. Смотрите, как мы умело с рынком вертим. А все говорят, это вообще впервые там с каких-то мохнатых годов вы это делаете. Это вообще неимоверно. Вы же бомбите Иран. Сегодня сообщили, что по ядерному объекту ударили США и Израиль. И как это вообще, как это можно себе представить? Но США делают ровно то, что могут. То есть они захотели, они и сделали. Поэтому лично у меня возникают определенные сомнения, что все так печально будет на переговорах американско-украинских. Захотят, сделают. Вопрос, захотят ли вот сейчас на этом этапе достаточно мировой тяжелой истории с Ближним Востоком закончить украинскую войну? Как вы думаете? Нет, конечно, не захотят. А зачем им заканчивать украинскую войну? Они так долго ее разжигали, они столько сил, энергии, времени в это вложили. Они такой кастинг проводили долгие годы. И Порошенко им не подошел, был не так хорош. И вот, наконец-то, Зеленского они нашли, воспитали собаку, которая отлично все команды выполняет просто идеально. И не жужжит, не гавкает. И лижет, как говорится, пятки своим белым господам, когда надо, а когда надо, рычит на врагов. Естественно, они не будут ничего заканчивать. А кто там будет в Украине что-то заканчивать, если там полностью выжженная пустыня? Люди полностью находятся под прессингом, под давлением, и уже их загнали, как говорится, в схроны по старой доброй традиции. Только одни вылезли из схронов, да, для того, чтобы загнать советских людей, которые жили и гордо ходили по своим собственным улицам, в светлом будущем, где были электричество и газ по 3 копейки, на кнопочку нажал и засветилась, как говорится, всеми цветами радуги твоя квартира, телевизор нон-стопом работает, радио жужжит, как говорится, все прекрасно было у людей. Но им же захотелось в схроны. Они же поверили тем, кто повилазили со схронов, що буде їм лучше і буде їм щастя, якщо вони приймуть батька Бандерою і, як говориться, українську мову як найголовнішу в світі. І стануть Європою і будуть аплодувати Гітлеру, який був, виявляється, за цивілізацію, а ці Совєтщина, вони були проти. Поэтому геть від Москви, будемо тепер жити як в Європі. Поэтому, в принципе, если украинцы приняли это как концепцию, если они отказываются от русского языка, если они позволяют сжигать свои книги, если они не хотят, чтобы их дети учили русский язык, если Пушкин, Чехов, Достоевский и Чайковский, русский балет, это все им не нужно, то, соответственно, они принимают позицию расходного материала. Вони становляться козачками, які продають свої, скажімо так, життя за хазяїна, який їм платить. Оце скільки виживеш, стільки будеш заробляти. А вже як тебе поховали, оце потягли тебе по Хрещатику, всі стали на коліна, прокричали «Герої не вмирають». Та й все, тільки мамка буде на твоїй могилі сидіть і плакать. Зеленский отлично себя чувствует. Умеров гражданин Америки, его семья зарабатывает на этой войне. Ара и Хамия тоже гражданин Америки, его семья зарабатывает на этой войне. И все отлично зарабатывают, собирают рабов. У них уже было 40 тысяч, как говорится, надзирателей. Скоро будет 60 тысяч. 6 дивизий будут вообще вот этих вот несчастных рабов гонять и отправлять на убой. Пока будем работать, пока есть человеческий генетический материал, будем воевать. Цель не достигнута. Еще не умер Путин, еще не разрушена, не поделена, не расчленена Россия.
И, соответственно, Америка, как говорится, идет к этой цели. И Ближний Восток, Иран и Украина – это две руки, которыми они управляют с головы своего поезда безумного Трампа. Вот он лицо этого поезда, который вообще несется всем человечеством в пропасть. То есть здесь Зеленский выполняет его команды, и вот это вот крутит, мутит, создает конфликтные ситуации, провокации и терроризм развивает в Европе, а на Ближнем Востоке это Беньямин Нетаньяху и вот это безумное правительство сионистское, которое измывалось над палестинцами, а теперь они измываются над всем регионом, и Ливия, и Сирия, и Ирак, ну и теперь уже Иран. Вот это все, это то, к чему они шли, это их план, это единственный их выход, опять в очередной раз вообще вот так вот все переколошматить, устроить, по-турецки это такое слово колобалык, это толпа, но на самом деле ее, ну, как бы применяют эту фразу, когда вот это вот такое, знаете, брожение, движение какое-то броуновское. Потому что со всеми теми политическими и экономическими процессами, которые они 30 лет они жрали и пожирали постсоветское пространство, они настолько привыкли вообще к тому, что они идут и берут все, что они хотят, как они хотят и сколько они хотят. Они настолько вырастили вот этот класс вообще паразитирующий в Америке, вот этих олигархов, миллиардеров, миллионеров, которые на военно-промышленном комплексе зарабатывают, что, в принципе, у них другого выхода, кроме войны, нет. И хоть одна, хоть другая, это будет, знаете, вот такие две кнопки. То есть Зеленский играл членом на рояле, а они играют войной вот на мировом процессе, как на рояле. Здесь не получилось, сюда нажали, здесь не получилось, сюда нажали. И вот они вот так вот будут такими двумя лапами, вот это чудовище будет бить по этим клавишам. Не будут они ничего останавливать, им все нравится. Это то, к чему они стремились. Это то, как они видят себя, и это то, как они живут. Ну, не знаю, у меня в турецком языке познаний как бы нет особенных. Есть просто, знаете, вот такое выражение «шо или бойли». Вот так оно и получается у них. Не все складывается. Более того, ничего не складывается. Снежана, ну вот, если так вот разобраться, ну, простите, когда выходят из Омана спикер и говорит: ребята, ну, это полностью укладывается, кстати, в концепцию, опять-таки, те, кто говорят: а вот Снежана Егорова, что она там понимает, постоянно рассказывают о том, как нажрались на обломках Советского Союза. Так вот вам, страны Персидского залива, ну, один в один. Выходит из Омана спикер, журналист, там обозревает, говорит: смотрите, 5 триллионов скиньтесь нам, американцам, страны, богатейшие шейхи, и тогда мы войну продолжим, выиграем, и вот это все. Хотите, чтобы сейчас мы закончили? 2,5. Если предположить, что это правда, ну, так это абсолютно меняет дело. И это эти танцы вокруг Ормузского пролива, и эти все, скажем так, этот Зеленский, который тыкается, как вот этот вот теленок, да, а его вот так вот отшвыривают по морде. Трамп говорит: ничем ты мне не помог, ничем ты пошел вон, все, это только пиар. И вообще ваше НАТО, все, бумажный тигр. Я. Потому что страны Персидского залива обезжиривают. Они слишком охрененно себя чувствовали в этих небоскребах с этими потрясающими, не знаю, там всякими инфлюенсерами, криптомошенниками, разными вот этими, ну вы понимаете, да, о чем речь, вот этими всеми лидерами мнений, которые блогеры, которые там успешные инвесторы. Все, время как бы платить. И 3 раза уже за последние дни вот повторил Трамп: а нам ничего с этого Ормузского пролива. Вы хотите, и давайте разблокировать вместе. Вступай в коалицию со мной. Но почему-то никто не вступает. Как вы думаете, почему? Потому что все уже поняли, что Трамп аферист. Это воровка на доверии. Самое натуральное. И если у людей еще были надежды и мечты, что он привел с собой какую-то профессиональную команду молодых политиков, то за последний год все уже увидели, кто такие эти молодые политики. В частности, Рубио. Я сейчас не буду говорить о Венсе, потому что, как вы заметили, он все время держится в тени. То
То есть он не бросается на амбразуру и хочет, как говорится, сохранить хорошую мину при плохой игре в случае, если объявленная фетва о джихаде найдет свое воплощение в реальность, и Трамп, как говорится, отправится к своему папе рассказывать ему о своих профессиональных достижениях в деле строительства больших билдингов на территории разных стран, то Венсу придется взять на себя ответственность за эту страну и каким-то образом вести ее, этот корабль безумный или уже обезумевший корабль, да, и вот эту бешеную команду вести вот в этом вот бушующем море, океане, который, собственно, Трамп и создал. Ну, то есть все войны, которые мы помним на нашей памяти, вот, по крайней мере, там, 50 лет моей жизни, ну, как минимум, последних 40 я помню вот все эти войны. Я помню все эти новостные ленты, где постоянно арабо-израильский конфликт, или Газа, или Ирак, или Иран, и все эти Буши, все эти Клинтоны, все эти скандалы. Это все всегда является источником этих войн Америка. Никто другой. Только они себе позволяют ковровыми бомбардировками бомбить там Югославию. Это они себе позволяют создавать прецедент по смене границ, когда они Косово поддержали. То есть, когда они рассказывали России, вот, что вы себе позволяете, границы на замке, они стабильные, это железобетон, вообще такого не было, нет. Но объединение вообще Германии, например, падение стены, Югославии, это что? Это что? Это послевоенные не изменение границ, не изменение режимов, не расчленение стран. Кто это все делал? Это же не русские все делали, не Советский Союз. А Советский Союз кто развалил? Кто это все делал? Соединенные Штаты Америки. Поэтому, в принципе, вот эти все шейхи, они, может быть, и выглядят как зажиревшие, как говорится, уже такие от жира вот этого, от богатства, от вот этих ковров, в которых утопают ноги по горло вообще. Такие одуревшие чувачки. Но на самом деле деньги они считать умеют, первое. Второе, это уже второе, третье поколение, которые получили образование экономическое, в том числе в одних из лучших университетов мира. И несмотря на то, что они выглядят как средневековые, скажем так, чуваки, которые там бедуинами ходили по пустыне и тягали за собой караваны с верблюдами. На самом деле это не глупые люди. Они достаточно умные, хорошо образованы. Они понимают, хоть 2,5 триллиона сейчас дай Трампу, война не закончится. Хоть 5 триллионов давай, война не закончится. И то, что он сейчас им предлагает, что типа, если вы хотите, чтобы мы тут за вас воевали, я, наверное, должен рассказать своему народу американскому, за что будут погибать наши солдаты. Наверное, он хочет рассказать американскому народу, как Зеленский рассказывает, что типа ваши дети, они будут воевать за деньги, которые мы получим с шейхов для того, чтобы немножко уменьшить наш государственный долг. Но американцы тоже умеют считать деньги. И они прекрасно знают, что твой сыночек, которого ты растил, и государство тебе ни в чем не помогало. Ты пахал вообще на 3 работах, ты его кормил, поил, ты давал ему образование, а сейчас Трамп его заберет, и потом тебе пришлют, как говорится, в гробике останки, возможно, твоего сына, а может быть и нет. И я не уверена, что американцы захотят вообще в эту авантюру влазить, потому что у них уже были и иракские, и афганские, и прочие опыты. И, соответственно, как только встанет речь о том, что будет наземная операция, и Трамп, как великий полководец всех времен и народов, обезумевший этот старый маразматик, он предложит американскому народу наземную операцию, я думаю, что в Америке тогда начнется все самое интересное. Поэтому сейчас он, конечно, на авось предлагает откуп. Он предлагает им откуп. Потому что он знает, что это они провоцируют, они воюют. Это его Пит Хексет ему сказал, что в Ормузском проливе взрывать корабли – это гораздо веселее, чем, например, их просто взять и потом по второму кругу их использовать. Но на самом деле все уже понимают, что вот эти все разговорчики, они перешли черту.
Трамп начал Третью мировую войну, горячую фазу Третьей мировой войны. И тут вопрос только в другом, как долго еще он будет глумиться над всем миром. Судя по опыту Зеленского, который был нулевым пациентом, я не стану даже стесняться и буду это повторять столько раз, сколько люди им необходимо для того, чтобы это осознать. Опыт Украины – это был, как говорится, трек, на котором они откатали эти все технологии по сведению людей с ума, больших масс. Когда они выдают желаемое за действительное. То есть создают искусственную реальность с помощью средств массовой информации и вот этой так называемой голливудской пудры, которую они запудривают людям мозги. Вот Трамп действует по тому же принципу, по которому и Зеленский. И я не шутила, когда я говорила, когда он кричал, что вот, у тебя нет карт, ты играешь с Третьей мировой войной, что Трамп говорил это не потому, что он возмущен, что Зеленский может стать причиной и инициатором Третьей мировой войны, а потому что это Зеленский, а не Трамп. Что тут скорее срабатывал принцип зависти такой профессиональной. Один лицедей и другой лицедей, они не поделили эту главную роль. Трамп считал, что она больше ему подходит, потому что он богатый, шикарный, взрослый и американец, а не какой-то там конченый фигляр из Украины. Но по большому счету они могут глядеться друг в друга как в зеркало. Я бы по поводу людей вернулся там на полшага назад. С вашего позволения, вот такое письмо мне прислала зрительница на почту. Я хочу его с вами обсудить, потому что мне кажется, это очень важно. В том контексте, вот мы когда ищем с вами, да, что может, как можно это переиначить, изменить, да, вот что, вот порядок этих вещей. Все говорят, от человека, от маленького ничего не зависит, ну и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, письмо. Вчера вечером прислали. Добрый вечер, Александр. Хочу поделиться своей историей. Я проживаю сейчас в Украине. Работаю в украинской компании. Сегодня позвонила мне моя начальница и стала объяснять, что к ней стали подходить сотрудники и показывать скрин моей странички в Фейсбуке. И жаловаться, что в профиле на моей странице вместо моего дня рождения, которое там указано, место моего рождения, которое там указано «Россия», и город. Мол, это больная тема для наших сотрудников. Стала расспрашивать, если там у меня родственники, общаюсь ли я с ними, и попросила убрать это или закрыть страницу. Моя страница и так была закрыта, информация только для друзей, но некоторые сотрудники попросились в друзья, вероятно, оттуда и пошло все это. Я вообще не публичный человек, не блогер, не считаю, что страницы на Фейсбуке или другие это что-то такое публичное, это мое личное пространство, там я что хочу, то и выкладываю в рамках регламента, хотя эта информация про место рождения была внесена лет 15 назад. И Facebook я почти не пользуюсь, и, в общем, не в этом даже вопрос. Я о том, какое общество стало в незалежной, я понимаю, что в какое время мы живем, и все же степень, не хочу материться, долбанутости людей не перестает меня поражать. Называется «Шел 26-й год». Снежана. 26-й. И человек, который не пользуется вообще соцсетью, имеет проблемы со своей пустой, мертвой, много таких страничек, их вообще основная масса этих страничек. Они в Фейсбуке только чтобы в мессенджере попереписываться, когда это было модно. И так они и остались. Имеет вот эти проблемы. Так что происходит с украинским обществом? Как это лечить? Это уже не общество. Это концлагерь, Саша. Это концлагерь, и они живут по концлагерным законам. Есть администрация концлагеря, которая по периметру расставила вышки с автоматчиками. Шаг влево, а шаг ТЦКшники уже с собаками, да. Естественно, шаг влево, шаг вправо, побег, прыжок на месте, провокация, вы знаете. Попытка побега через границу
это стрельба в спину, и тиса, и гробы, вернее, трупы, которые там плывут, этому доказательство. ТЦКшники уже с собаками, потому что это надзиратели, которые уже стреляют в спину людям. Они ломают людям носы, ребра, руки, ноги. Они людей доводят до суицида, люди выбрасываются из окон. Это не признак концлагеря, признак концлагеря. Стукачи – это еще одна категория концлагерных крыс. Это вот те самые, о которых пишет ваша подписчица. Потому что, видимо, она работает в компании, может быть, у нее хороший статус в этой компании, хорошая репутация, может быть, она зарабатывает больше, или кого-то она раздражает, или, может быть, она красавица, или она умница, или что-то у нее есть хорошее. А какие-то крысы, я предполагаю, що їй нужно посмотреть в своїй компанії, де вона сидить з якоюсь Марічкою, чи Оксанкою, чи Одаркою, десь там зі Львову, Рівненщини, чи з якоїсь Тернопільщини. Вони зазвичай такі дуже посміхаються тобі, дуже вірять тобі. І так постійно говорять, яка ти красива, і яка ти розумна, і я б хотіла бути такою, як ти. Хочу бути твоей подругою. Вот они просятся, узнают, что ты из России или еще что-то. И тихонечко идут, стучат начальству. Приходять і кажуть, я ж з нею спілкуюся. Вона зазвичай у своєму житті розмовляє росіянською. Это бешеные, больные существа, рагулі з полонини, які повилазили зі своїх схронів, потому что они воспитаны бабой Фарой, бешеной самкой, которая сводила с ума огромное количество молодежи, при этом имея доступ к, как говорится, университетским аудиториям. Они там все воспитаны на стукачестве. Они считают, что все те, кто русскоговорящие, с хорошим образованием, советские, те, которые не плюют в свое прошлое и принимают жизнь такой, какая она есть, во всей ее полноте, как говорится, и не купируют кусками целыми, не выбрасывают исторические факты, вот эти все должны быть уничтожены. И, в принципе, наши граждане должны быть к этому готовы и очень аккуратно и внимательно смотреть, с кем они едут в общественном транспорте, с кем они сидят в одном, как говорится, офисе, кому они рассказывают подробности своей личной жизни, кого они приглашают в свой дом и накрывают им стол. Меня это абсолютно не удивляет. Просто когда я рассказывала свой опыт, вот сейчас 26-й год, а у нас на пороге был 22-й, за что репрессировали 3 моих малолетних детей. За то, что их мать в конце 21 года, до начала специальной военной операции, написала в Фейсбуке пост, где написала, что мы должны смотреть это видео как акт экзорцизма, если не хотим, чтобы в ад превратился наш дом и потомки полицаев нас сожрали. Это было видео, которое распространило просто как кусок, целый вообще фрагмент, там, где Путин рассказывал, значит, журналисту о том, что западные цивилизации занимаются уничтожением, скажем так, центров принятия решения и лидеров стран. И он приводит пример Каддафи, приводит пример Югославии, ковровые бомбардировки, приводит пример Косово, приводит пример этого, Саша, скажите мне, Каддафи и второй... Ну, Саддама Хусейна, Саддам Ирака. Хусейн, да. Вот он просто приводит исторические примеры. Это было до начала специальной военной операции. И что случилось в Фейсбуке? Прискакало огромное количество, и моих знакомых в том числе, которые сказали, что Егорова, ты сошла с ума. Как ты вообще можешь пиарить Путина? Я говорю, вы идиоты. Я конкретно хочу, чтобы это видео посмотрели, сделали свои собственные выводы. Что неправда было в том, что он сказал. Это все исторически
исторические факты, которые нужно знать. И если они поступали так по отношению к другим, они точно так же поступят по отношению к нам. И то, что вы сейчас поддерживаете вот эти нездоровые бандеровские течения, вот этот весь нацизм, который лезет к нам со всех дыр и со всех щелей, то, в принципе, наша страна развалится. И точно такие же будут процессы, как это было 100 лет тому назад. Пыталась я объяснить. Но на основании этого моего поста меня не только захейтили, грязью облили, оклеветали, прокляли и угрожали мне и моим детям, но на основании этого единственного поста, который я оставила и не удалила, потому что мне взломали страницу на Фейсбуке, моим детям не продлили загранпаспорта в украинском консульстве в Анталии. То есть консул по беспределу, не имея на это никаких оснований и прав, потому что он не суд, не следствие, и вообще не было принято никакое решение. Тогда еще санкции даже на меня не были наложены. Он не продлил моим детям загранпаспорта. То есть они преступники в своей сути. Просто по сути и по факту являются преступниками. Это преступное государство, которое возглавляет преступник, который поставил на паузу Конституцию, который в своих новогодних обращениях говорит, что он желает смерти, значит, лидеру соседнего государства, который создал вот эту систему репрессионную и концлагерь, который присягнул британской короне. То есть о какой вообще независимости и о каком суверенитете идет речь, если он едет в британский парламент и выступает там как, ну, грубо говоря, губернатор вообще вот этого вот, этой колонии на самом деле, и ему аплодируют, то, в принципе, ну, наши бедные, несчастные сограждане, еще нормальные люди, а их огромное количество осталось на территории Украины, они просто должны понимать, что это не государство. Оно не будет защищать ваши интересы, интересы ваших детей, вашей жизни. Оно воспользуется вами во всех отношениях. Оно вас ограбит, оно вас уничтожит, оно вас затравит, оно вас репрессирует, оно вас загонит под бетонную плиту могильную, а потом всех, кто можно, отправит на убой, чтобы у Зеленского была возможность летать на самолетах за ваши деньги, жить, жрать вообще, и ленки скумбрии, скупать дорогущие машинки, замки и шмоточки, и чтобы эта дура тупая сидела і, потупив глазки, розказувала, який в неї прекрасний чоловік і як вона його підтримує. Потому что она такая же подельница и преступница по убийству этого украинского народа, уничтожению этой страны и продаже всех ресурсов, которые принадлежали когда-то украинскому народу. Но украинцы любят смотреть телевизор. Они хотят слухать, що їм розказує Притула, Стерненко, Наталка Мосійчук, а вони їм розказують, що все добре, хорошо, ми воюємо, скоро дронів у нас буде отак от, як гівна, школ, правда, не буде, книг не буде, продуктов не будет, света не будет, газа не будет і ліфти не будуть работать, але в нас будуть дрони, тому що Зеленському будуть аплодувати за них, значить, в парламентах. І у нас буде планшет у Зеленського, який він королю подарує. Ну вот дебилы, что сказать, Саша? Вы понимаете, они могут 100 раз говорить, что Егорова дура, все одно и то же говорит, что она клевещет на нашего прекрасного президентика, она его не любит, потому что он ее в кино не взял сниматься. Вообще-то они не помнят о том, что это я его когда-то привела на телевидение, а не он меня. То есть я была до того, как он вообще появился в этом пространстве. Но теперь они рассказывают, Зеленский и его вот эта тусовка бандитская, что, оказывается, Украины не было до Зеленского. И без Зеленского его не будет. Он вообще родил весь этот народ. Он же практически монарх. Он уже я. Я – это страна. У меня планшет, и у тебя, король, будет планшет. Я решаю, я буду вот так вот определять будущее нашей страны. Но если люди сошли с ума и полностью стерли по доброй воле свою историю, плюнули в память собственным дедам и отцам, которые кровь проливали за то, чтобы они жили в своей стране и были свободными людьми,
Они добровольно пошли в рабство и своих детей туда ведут. О чем вообще может быть речь? Да, я дура, потому что я по-прежнему еще верю в разум людей, что на краю пропасти безумия, в которую их привели, они в последний момент хотя бы поймут, кто на самом деле зло, и что оно сидит на Банковой в первую очередь, и что Зеленский – это нулевой пациент вот этой вот мировой войны. Сегодня прощаются с Филаретом, который УПЦ КП, ну, собственно, организовал, вначале поддержав Томас Порошенковский, выйдя как бы единым фронтом украинской церкви, так сказать. А потом они перессорились внутри, и он, в общем, против выступал этой церкви в последнее время. Но то, что я наблюдаю со вчерашнего дня, когда стало известно о смерти Филарета, это попытки, ну, скажем так, пристегнуться. Вот еще раз. Иран. Зеленский пытается, ну, пристроиться. Специалисты наши, даже статью, я не знаю, как бы она не проплаченная была, эта статья. Ну, вы видели, наверное, как бы украинские специалисты говорят, что ж вы тут делаете такое, стреляете такими дорогими ракетами по дешевым шахедам, и вообще, вот это что, у нас ничему не научились за эти там 4 с лишним года, ай-яй-яй, мол, вот мы сейчас, украинские специалисты, придем и покажем, как сбивать дроны. И в этот день, или днем ранее, летит через всю страну дрон и попадает в СБУ во Львовское, через всю страну, понимаете? То есть, ну, как бы понятно. Значит, и Зеленский пристраивается к этой войне хоть как-то, а давайте мы поменяем на самолеты свои, дроны-перехватчики, Миражи 2000. Катар покрутил пальцем у виска, сказал, не, говорит, не будем менять. А давайте на заряды для Патриотов. Говорит, так сами нужны, смотри, он, Иран что делает, бьет в Индийском океане 2 баллистических ракеты на 4000 километров запускает. Самим нужны. И он и так, и сяк. И вот ровно такое же поведение мы сейчас наблюдаем вокруг смерти Филарета. То есть Зеленский там поговорил почему-то с Епифанием. Зеленский пришел, возложил... Погнали туда и Сырский, и Сибига, и все начали цветы нести ему, прощаться с ним. Хотя он, вот это ПЦУ, да, скажем так, ну, это вот он раскалывал еще вот УПЦ, хотел стать митрополитом, патриархом в 90-х, да, вот, а потом, собственно, это произошел раскол, и он думал, что сейчас с Томасом наоборот получится, а потом нырнул туда, и, простите, УПЦ КП даже по там, литургиям, по чинам, они даже честнее служили в плане там того, всех там поминали по чину, да, имеется в виду, по как бы то, как они вели вот эти свои молебны, просто что на украинском языке, чем ПЦУ. И они посмотрели, что там нет ни каноничности, ничего, и оттуда быстро дернули, чтобы не растерять тех, кто в УПЦ КП верил. То есть и сейчас его имя вот так вот крутят и раскручивают. Я хотел бы этот вопрос с вами поднять. В каком смысле? Вот когда, я помню, помер Кравчук, но это же ушла эпоха. Вот сейчас Филарет. Это же определенный какой-то духовный знак того, что будет дальше с Украиной. Не находите? Ну, во-первых, Филарет является подельником Кравчука, поэтому, как говорится, они сегодня вечером, я думаю, уже чайку попьют в аду. Потому что Филарет является раскольником, как вы правильно сказали, и он начал отделять не только в политическом процессе, но и в духовном процессе одну часть славянского народа от другой части славянского народа. И, как вы правильно сказали, он больше был политиком внутри церкви, чем духовным лицом. Конечно, это благообразный старик, который ходил в сутане и в красивом, значит, вот этом вот... уборе головном, у него висел крест, и как бы он свою жизнь положил этому делу. Но то, что он для духовной жизни этого народа, живущего на этой земле, ничего хорошего, кроме плохого, не принес, это факт в любом случае. И, конечно, у него какие-то связи, конечно, люди привыкли к его имени. Конечно, людей больше пугает неизвестность, потому что непонятно, кто придет на его место и какие виражи они будут закладывать в этих политических процессах и дрязгах, в которых
погрязла Украинская православная церковь. Вот с того момента, как Украинская православная церковь начала процесс отделения от Русской православной церкви, мы знаем, что ничего хорошего здесь по большому счету не происходило. И привело это в конечном итоге к тому, что они поддерживали черт знает кого. В данном случае Зеленского они тоже поддерживали все. И рассчитывали, что иудей, и человек без Бога в душе и в сердце, атеист по своей сути, фигляр и лицедей может что-то хорошее сделать для православной церкви. Но это, конечно же, свидетельствует о том, что там духовности, знаете, и святости 0,0. Я просто не хочу сейчас оскорблять чувства верующих людей, потому что религия и вера, на мой взгляд, это две большие разницы. И у каждого человека в душе есть вот тот, скажем так, механизм, который может связать его с высшими силами напрямую, без посредников, без вот религий и без вот этих вот прослоек, понимаете, которые тоже из людей состоят, и иногда очень людей, скажем так, подверженных пороку, гордыне, эго собственному, стремлению к накоплению, к возвышению, к власти. Ну, то есть ничего хорошего по поводу Филарета сказать я не могу. Никаких хороших деяний за всю историю своего существования в информационном пространстве припомнить не могу, кроме склок. Ну, то есть он сам по себе был склочный дед, понимаете, который постоянно занимался розжигом и склоками, разделением и расколом. Ну и, соответственно, мы видим сейчас вот эти все результаты, они, как говорится, на лице и на лицо. И то, что происходит с лаврами, и то, что происходит с храмами православными любого толка, тоже это дело рук Филарета. Поэтому, как говорится, пусть Бог ему воздаст по его земным деяниям. Я уверена, что место в раю, одесную возле Иисуса Христа, он однозначно не получит. Точно так же, как, знаете, у Данте Алигьери, у него есть описание ада, и в одном из кругов ада, там, значит, головой вниз в такой лаве огненной, ногами кверху торчат все папы римские. И все они босые, и все, значит, грешники идут и палками по этим босым ногам им ударяют. Вот это их такое наказание перед верующими и перед церковью, перед Иисусом Христом в аду. Я думаю, что Филарет, он где-то приблизительно в том же месте и находится, на мой взгляд. Как вы думаете, где сейчас искать утешение народу? Вот все смотрят, Усик привез Джошуа, показывает ему там Киев, да, это все это события. А я вот не могу понять, ну хорошо, события, окей. Так опасно в Киеве, да, или понятно, что обстрелы там и так далее. В чем событие? Вот Залужный читает Лину Костенко. Ах, как читает. Вы как актриса должны оценить. День рождения был у Лины Костенко, и вот он вышел и так вот все прочел. Причем самое интересное, я как-то увидел, что Залужный читает Лину Костенко, Соня Кошкина читает Лину Костенко, еще там кто-то читал. Какая-то, знаете, такое какое-то... Что-то общее, какая-то общая линия произошла. То есть где, на кого опереться, понимаете? Тут британцы опять-таки написали о том, что материал, о том, что вполне себе с американцами может быть конфликт на фоне того, что американцы как бы выборы хотят. Выборы. А Зеленский нет. И вроде как крест поставили на выборах, потому что позиция Украины такая, что сначала прекращение боевых действий, а потом все остальное. А у американцев и у россиян, кстати, как бы другая версия этих событий. Так вот, на выборах крест, но все к ним так или иначе готовятся. А надо же чем-то заниматься. Знаете, кот, когда ему нечего делать, он яйца лижет. А наши политики, они готовятся к выборам. А Соня Кошкина и Коня Сошкина читают Лину Костенко.
Ну, слушайте, Саша, вот вы сказали, вы как актриса. Я иногда тоже об этом вспоминаю. И, к сожалению, никак не могу избавиться от своего профессионального, как говорится, взгляда на то, что происходит. Вот этот вот домашний кинотеатр, понимаете, это психбольные, діточки якісь хворенькі, дідусі, понимаете, там какой-то сантехник из нашего двора, Усик, вот этот вот, который решил, что он может стать президентом. Ну, знаете, дурбалаи какие-то. Ну, а Залужному, я считаю, что ему вообще лучше рот не открывать. Но вот гораздо лучше он выглядит, когда его там как-то, знаете, фотографують, одягають, якесь він там більш-менш розумне лицьо може зробити, і потім якісь пишуть тексти і розказують, що нібито він це сказав. А коли це починається гутмонен, гутентаг і Леся, Ліна Костенко, ну, це просто, вот, понимаете, ну, дурость каждого видна. Они же все... у меня еще какая беда, Саша. Я школу закончила с золотой медалью. Я всегда хорошо училась, у меня были прекрасные педагоги, я получила прекрасное, качественное советское образование в прекрасном городе, где были высокотехнологичные военно-промышленные предприятия. Соответственно, там были люди очень высокого уровня умственного развития. Там была достаточно культурная жизнь развита. И вообще люди с высшим образованием в основном там жили. Соответственно, и дети были из приличных семей. Соответственно, и требование к уровню образования было достаточно высокое. Поэтому я даже когда приехала в Киев, в эту рагульню, извините на добром слове, я как бы была поражена. Казалось бы, столица, и там должно быть все лучше, больше, выше, краше. А оказывается, якщо ти вчився десь там на Йоболоні чи десь там на Троєщині, то там такое образование, что я думаю, что в некоторых маленьких городках или в каких-то даже сельских школах нормальные учителя, которые хотели продемонстрировать свои профессиональные качества, могли дать детям лучшее образование, чем в той же столице. Но про Валеру, про Усика. Ну, Усик хорош, вот он на своем месте. Морды бить другим, как говорится, атлетам в этой сфере, в боксе. Но почему все считают, что человек, который хорошо бьет морды, может быть хорошим оратором там, или политиком, или специалистом в какой-то другой области? Но мы же увидели, что прекрасный боксер, гордость нации Кличко, он превратился в ужасного мэра. Киев превратился в кусок говна просто, потому что он вокруг себя собрал одних воров вообще и аферистов, и они просто разграбляют киевский бюджет и рассказывают какие-то сказки Венского леса, и народ хохочет, что Кличко там два слова связать не может. Это единственное развлечение, которое людям остается вместо прекрасных парков, хороших эстакад, вообще чистоты и прочего и всего подобного. Ну, то есть это все, понимаете, Саша, ужас ужасный, это деградация, это сельский час. Не в том смысле, когда хорошее, здоровое село, которое кормит, как говорится, народ, а именно такое падение, хуторянство такое, отсутствие профессионализма. Вот этот вот, знаете, инфантилизм, помноженный на дебилизм и хуцпу. Но что говорить, Саша, мы далеко ходить не будем, если страну возглавляют уже 7-й год черт Зеленский, который ни одной книжки в жизни не прочитал, который всю жизнь только по написанным текстам трещал, который занимался только розжигом, провокациями, дискредитациями политических деятелей на протяжении всей своей карьеры. Соответственно, все, чему он научился за всю предыдущую свою жизнь, он эти методы применяет в политике. И политика превратилась тоже в какой-то один сплошной хуторянский цирк, понимаете, провинциальный, такой заезжий и заезженный, такой вонючий, занюханный. Вы знаете, есть такие дешевые театрики переездные, где вот они там бухают, разводятся, женятся, убивают друг друга, там костюмы у них уже какие-то старые, обветшалые, они там их как-то
пытаются перешивать, штопать. Вот в это все превратилась Украина. Вот все разрушается, расползается, разлазится просто под руками. Вот эта общественная ткань просто рвется у нас на глазах, потому что все обветшалое, ни во что не вкладывается, никому не интересно. Образование вообще просто ниже плинтуса. Все умные люди разъехались давно. Их 30 лет выталкивали из системы, потому что в системе наверху сидели воры и аферисты. А вы знаете, что это одна линия. Сначала человек врет, потом он ворует, а потом, насовершав этих всех преступлений, ему ничего не остается, как убивать тех, кто является свидетелями его воровства и его лжи. Поэтому мы уже в последней стадии находимся. В стадии, ну, скажем так, суицидном самоубийства. И мы просто вот это все описываем с вами. Каждую неделю встречаемся и наблюдаем. Вот еще, ниже, 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 меньше, меньше, меньше. А дальше тишина, Саша. Дальше тишина. Потому что у Украины нет ни шансов, ни воли, ни лидеров, ни возможностей финансовых и ни поддержки. Вот там, куда мы идем, там хотят, чтобы мы погибали, потому что они нас пожирают и перекачивают ресурсы от нас к себе. А там, с кем мы воюем, уже у нас не осталось друзей, которые бы могли нам оказать поддержку. Поэтому у Украины, ну, как бы, это такой агония, это вот медленное умирание. И, конечно, это тоже Лина Костенко прекрасная, она замечательный украинский, пока еще живой классик, понимаете, она талантливая поэтесса, она раскрученная вполне достаточно. Но Лина Костенко – это парафраз Лесі Українки. И даже если Лесю Українку, Тараса Григорьевича Шевченко, там, Котляревского, я не знаю, Сковороду вообще выбросили на свалку истории, не говоря уже о Пушкине, Достоевском, Чехове, Толстом и прочих, то, в принципе, ну, на одной лінії Костенка, понимаете, націю не побудуєш. Ліна Костенко і батько наш Бандера – це взагалі-то жахлива сім'я, в якій виросте, знаєте, вырастет из сына свин, если сын свиненок. Это ну, да. то есть вот это вот мы растим. Тут по поводу Усика, знаете, тут тоже интересно. Значит, нашли у него там вот, ну, тут же ж такой простой парень, там, Джошуа катает, там, в Таиланд ездит, открывает в Таиланде под своим брендом, ну, вот это как теннис, только там как-то по-другому называется, не сквош, не теннис, а как-то, ну, вот сейчас новое. Падл какой-то, да, тут то, что вот это вот открывает. Падла. Да. Украинское слово падла, оно очень хорошо будет. В общем, и он нормально себе фотографируется, вот ему нашли светские паблики, $82 тысячи у него на руке, розовый ремешок, замечательные часики. То есть, понимаете, то есть, как бы, ну, к нему нет претензий, что понятно, что он морды набил на эти деньги, понимаете, и поэтому как бы он может себе покупать все, что он хочет. Дело не в этом. Дело в выборе. Я же этим вопросом там в выборе, ну, куда посмотреть, в какую сторону, где искать хотя бы направление, хотя бы где искать людей, которые могут вырулить из того, что сейчас происходит в Украине. Потому что, условно, на кого-то глянешь из бывших, бывшие все скомпрометированы. Какие-то, а тут смотри, русский след, ой, все, беда, россияне, тут по-русски в стране, где верховный главнокомандующий работал в Москве, просто главнокомандующий, русский, с родителями там, живущими, отцом, который там, да, вот это вот болел. То есть русский, нельзя написать у себя на странице, что ты родился в российском городе, там, бог знает в каком году. То есть куда посмотреть, где искать? Академики, ученые, но тогда возникает сразу звезды всякие, возникает вопрос, а чё ж ты молчишь? Когда, например, в Луцке там уже выходит парень молодой и рассказывает нам историю. Облетела фотография, когда уже скрученного мужика бьют ногой. И он выходит, говорит, это мой отчим.
Но он мне как второй отец, и он рассказывает эту всю историю, да, как это все было, прям записывают видео. Причем говорит, я не переживаю, что его там скрутят, еще что-то. Выяснилось, что этот мужик ездил копать окопы, когда было там полгода назад, вот эта фортификация рыл. У него, он вернулся в этот Луцк, у него бронь. Все равно, есть у тебя бронь или нет. Тебя просто как бы хватают и все. Плевать на эти все брони, на все остальное. И, то есть, глянешь сюда, а это ж с ТЦК кто-то связанный. Глянешь сюда, а здесь еще... И все молчат по этому поводу, да? А те, кто открывают рот, сразу объявляются предателями. Получается, что не оставили нам выбора, среди кого выбирать, да? Вот плюс-минус адекватного и вменяемого, который подпишет, что нужно, установит мир и будет как бы заботиться о государстве. Саша, но у нас нет государства, это ж концлагерь. Я же говорю, концлагерь живет по своим законам. Какие выборы? В привилегированном бараке, где живет Соня Кошкина и кошка Сонина, и Усик с розовым ремешочком, который привозит на сафари посмотреть своих дружканов, или где убийца Стерненко сейчас главный герой всех рекламных кампаний, или где Притула зарабатывает миллионы на крови и на войне, или Наталка Мосійчук, яка лижет жопу Зеленскому, потому что у нее сын призывного возраста, которого она припрятала, а всех остальных ей не жалко. Это же самый натуральный концлагерь. То есть в привилегированном бараке вот такие игры. Там еще много, кстати, очень всего интересного. Там Тина Кароль с этой Ани Лорак ведет свою беседу, как говорится, там факи ей бросает с экрана. И такая гордая Тина Кароль, которая всегда всю свою карьеру делала на еврейской тусовке, которую возглавлял здесь и возглавляет Бенито Коломойский, который был ее любовником, оплачивал все ее кампании, и, в принципе, у нее вариантов других, где бы то ни было, состояться нет. Поэтому очень странно вообще Ани Лорак бросать обвинения в том, что она нашла себе других спонсоров и на другой территории делала свою певческую карьеру. И Тина Кароль вдруг стала такая великая патриотка и рассказывает, что Ани Лорак, значит, не имеет права плакать по своей родине, потому что она берет русские рубли. Не, ну все ж уже забыли о том, как она простоволосилась со своей песенкой «У нас немає світла, есть тепло». Это же Тина Кароль, понимаете? Ну подождите, ну как Тину вообще прекрасную можно вообще как-то в чем-то обвинять? Ну Тина, это же Тина, понимаете? Она же не какая-то скотина, понимаете? То есть она же любовница Бени, и, соответственно, ей все прощается. Знаете, жена императора выше всяческих подозрений. Ну, то есть это Ани Лорак, которую привыкли там шпынять и ногами забрасывать и всячески ее обвинять во всех смертных грехах, несчастную, которая вообще никогда ничего и нигде никому плохого не сделала. Просто потому, что она успешная и потому, что она не упала, как говорится, с Олимпа и не оказалась где-то в мусорном ведре. Ну, то есть это же нездоровые люди. Вообще, на самом деле, шоу-бизнесовые амбиции эгоистичных людей, тупых по своей сути, которые на чем-то ориентированы, то есть они фокусированы. Да, они могут хорошо петь или бить морды, как Усик и Кличко, но это не значит, что у них нормальные умственные способности. То есть лучше бы они свои рты не открывали и лучше бы свое мнение не высказывали. Ну, почему? Смотрите, очень любопытно, вот вы вспомнили скандал, да, ну как скандал, перебранку или вот эти все пиар, да, проявления Кароль и Ани Лорак, а есть же конкретный плагиат Поляковой «Лободы». Причем конкретный. Ей приходят, говорят, что ж ты это самое? Она говорит, я ничего не знаю, это так надо. Они просто, просто тянутся все, исключили, выгнали под зад коленом Лободу, да, и ее начинают все как бы за ней повторять. И вот это называется косплей. Да, и вот поехала товарищ Полякова в Лондон. А куда же еще ехать? В Лондон, в столицу надо ехать. Там у нее выступления, там проявления и так далее. И, говорит, пересекала польскую границу.
«О, как тяжело пересекало, как эти поляки к нам относятся, как к скотине, спрашивают, кричат, гавкают на нас. Специально, наверное, чтобы я там, ну там, как бы выступила против, и эти пограничники потом саживают с поезда, и ты поди потом разбери, ну, въезжаешь ты или не выезжаешь, понимаете? А я ж тут в Лондон лечу, я же звезда, понимаете? И вот это вот все. То есть, почему у нас с соседями не ладится? Вот почему не Но ладится? забыла давно Оля Полякова, как она в кокошнике русском прыгала, наверное. Ну, то есть, когда были одни тенденции и одни тренды, она вот так себя вела, а теперь другие тенденции, другие тренды, она по-другому себя ведет. Но с Олей Поляковой там вообще все просто. У них же 1 на 2 продюсер Мишка, который, в принципе, ушел от Лободы и стал из Поляковой делать такую же Лободу. Поэтому, в принципе, здесь понятен процесс, они не поделили одно пространство. Как говорится, Шегренева шкура слишком маловато, на всех ее не хватает, поэтому нужно успешных звезд, которые решили, что они самодостаточные и суверенные, и имеют собственное мнение, вытолкать из страны и занять благополучно их место. Вот и все. Это, знаете, как в курятнике. То есть ты просто, как говорится, одну курицу сбросил с жердочки, сам ее место занял, и сидишь, значит, кококаешь, петушку, как говорится, глазки строишь. Ну, то есть тут все очень просто в шоу-бизнесе нашем украинском в особенности, потому что он вообще и существует по принципам курятника, особенно с 2014 года, когда всех артистов заставили присягнуть на верность вот этой вот власти преступной, которая пришла на крови, на отстреле людей на Майданах и на страхе людей перед репрессиями. И, в принципе, все, кто присягнул этой преступной нацистской власти, то, ну, тут даже не о чем говорить. Они все будут делать то, что им скажут. Знаете, при Гитлере тоже были звезды кино, такая была Марика Рок вообще, прекрасная артистка, она была, сияла, единственная, потому что большинство тех, кто был до нее, они вынуждены были бежать, потому что они не разделяли вот этих вот национал-социалистических взглядов и понимали, к чему идет дело, видели психические заболевания Гитлера, знали по своим каналам, какие строятся планы, и они не хотели участвовать в мировой войне и, как бы, как говорится, свою баночку подставлять на этот керосин. Соответственно, мы сейчас на Украине для людей, которые хотя бы чуть-чуть знают историю и которые понимают алгоритмы, как они работают, и процессы, которые запущены, они имеют свойство развиваться по своим законам. В принципе, все, что происходит на Украине, это нужно посмотреть на Германию вот, прошлого века, приблизительно те же годы. Те же 5-й, 17-й, 20-й, 25-й, 37-й, 45-й. То есть это все будет вот точно так же вариться, потому что игроки, которые запускают этот процесс, те же самые. За всем этим стоит Британия. Только тогда они свели с ума немцев и нашли в их лице вот этот вот, скажем так, агрессивный элемент, который вот так вот все перепаскудил, все сломал вообще, разорвал на части и уничтожил предыдущий порядок, мировой так называемый, ну или европейский порядок. То есть были какие-то договоренности, были какие-то налажены схемы. Когда появилась группа людей определенной национальности, которая не могла впихнуться в это все, они решили, что, если нет нам места в этом вашем мире, значит, этого мира тоже быть не должно. Пока мы все не перераспределим и себе место здесь не вырвем, мы не остановимся. Ну и, собственно, вы знаете, до чего все дошло. До того, что их же соплеменников потом жгли в печах, а потом им пришлось ехать на кораблях и проситься, как говорится, пожить в Палестине, где они тоже, когда более-менее пришли в себя, начали устраивать то, что вот мы сейчас видим, результаты в иранских ракетах, которые летят по всему миру, и в том числе обещают, что одна из них может и к Зеленскому прилететь. Как говорится,
говорится, на сдачу, когда он начал рассказывать, что Украина будет поддерживать Соединенные Штаты Америки, Израиль и всех вообще, кто хочет уничтожить Иран и иранское руководство. То есть мало того, что Зеленский вообще перепаскудил все на Украине, уничтожил вообще гнездо православия, то есть оскорбил, унизил, выгнал из страны патриарха, то теперь, значит, он участвует в другой религиозной войне. То есть он везде всунул свое рыло. Вот, в принципе, Бенито Коломойский, Зеленский, Тина Кароль, Оля Полякова, как представители одной этнической группы, они действуют приблизительно одинаковыми методами. Этот метод называется хуцпа. Неважно, чем это все закончится, главное встрять в скандальчик, привлечь к себе внимание и нагреть руки на том, что кто-то будет становиться на мою сторону, кто-то будет против меня, но самое главное создать конфликтную ситуацию. Это всегда источник энергии, и можно рученьки погреть на этом всем, Саша. Сегодня сообщают, что начинают вводить белые списки сайтов в интернете в Российской Федерации. Подключали Telegram в отдельных регионах, говорят, только с VPN, и обещают, что и с VPN не будет. Как вы оцениваете эту задумку? Зачем она нужна именно на этом этапе противостояния? Ну, они просто людям не говорят, но сами знают, что война будет только расширять свои границы. И что придется, ну, скажем так, применять репрессионные методы по отношению к собственным гражданам. Это первые колокольчики, звоночки, бубенчики. Дальше будет мобилизация однозначно тоже. И чтобы люди не гундели, и чтобы люди как бы не возмущались, не использовали соцсети для расшатывания ситуации или для защиты, или для нападения. Ну, то есть, грубо говоря, просто забирают у них инструмент, которым они могут воспользоваться, потому что будет выстраиваться такой же концлагерный режим, как и на Украине. То есть, по сути, все страны сейчас занимаются тем, что они уничтожают все те достижения, которые 30 лет нам преподносили как благо. Типа мир без границ, единая цивилизация, стандартизированное существование, как бы перемещение людей, средств и ресурсов беспрепятственно. Вот сейчас будет снова мир с границами. И каждый будет свои границы, как говорится, закрывать, захлопываться, капсулироваться внутри своего собственного кластера экономического и культурного и искать, скажем так, выходы из сложившейся ситуации. Потому что пошла война. Это уже мировая война. Спасибо Трампу, он не стал стесняться и, как говорится, ну, в общем, решил дернуть этот стоп-кран. И теперь это будет повсеместно происходить. Ну, то есть, когда русские, например, там хохочут с украинцев, это, кстати, тоже очень часто бывает, имеется в виду людей, которые работают в информационном пространстве. Говорят, что вы рабы, там, типа, вы там туда-сюда, не можете поставить, заставить, и, в общем, все остальное. Но мы посмотрим, как это будет происходить в России. Я думаю, что они еще даже не подозревают, что будут те же яйца, только в профиль, и тоже будет повод для, скажем так, критических замечаний на их счет. Но это произойдет не только в России, это будет везде, абсолютно без исключения. Это будет и во всех постсоветских республиках, и в Казахстане, и Узбекистане. То есть элиты будут прижимать, прикручивать гайки всем своим активистам, народам, наводить порядки, решать вопросы кулуарно, то есть уже такой общественно-политической деятельности и возможности говорить все, что ты хочешь или что ты узнал, а озвучивать это на каждом шагу уже не будет. Будут закрывать рот, будут расставлять фишки, будут готовиться к войне. Причем это будет в Европе происходить в том числе. И в Польше, и в Германии, и в Италии. То есть все готовятся к войне.
То есть какому-то вот такому процессу, который непредсказуемый, может загореться в любой точке. И вот эти все истории Зеленского про дроны, дроноводов, вот эта война перешла на другой уровень. Да, этот уровень тоже будет существовать, но баллистические ракеты, ядерное оружие и самолеты, истребители и танки еще никто не отменял. Просто если пойдет уже такая пьянка, то старые добрые, как говорится, артиллерийские дружеские огни, огни эстрады, они будут в любом случае решать все. У кого будет больше производственных мощностей, у кого будет электричество, нефть и газ, внутренние резервы, заводы и люди, которые будут работать на результат, охваченные единой идеей, а единой идеей они будут быть охвачены только когда у них единый центр, ну, скажем так, принятия решений и единый центр промывки мозгов. То есть для того, чтобы людей собрать в единую кучу и их сконцентрировать на единой цели, нужно отсечь все лишние источники информации. То есть чтобы не было поправок на ветер. Вот, собственно, Россия этим и занимается. Готовится к войне. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша, спасибо, друзья, за то, что вы есть. Будьте живы, это самое главное достоинство живого человека, потому что живому человеку все хорошо, даже через войну можно пройти. А когда вас уже привезли в гробике, и мама вас оплакала, и вас закопали на 2 метра вниз, то вам уже все равно. Так что будьте живы, жизнь – это главная ценность. Друзья, всем большое спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на Егорову, поставьте свой вопрос ребром в комментариях к этому видео. Ну и самое главное, берегите себя. Добра и света. Увидимся.